Друзья, сегодня последний день нашего пребывания в лесу Studio One и последний день работы с песней Iced Rocket Fuel. You can turn on English subtitles here, if you will, of course. Проблема недонасыщенности аудиосигналов может преследовать нас до самого конца работы над миксом. И чтобы справиться с ней, придется попотеть, обрабатывая мастер-канал. Чудовище-морозник пытается уничтожить наши треки, сделав их безжизненными, бесформенными и скучными. Но мы справимся с ним и не дадим ему осуществить его злобный и хитрый план. Что ж, приступим. Несмотря на то, что все звучит в балансе, хочется больше энергии. Хочется подчеркнуть красоту песни, сделать ее более насыщенной, более теплой, более объемной. Обычно, если я захожу на мастер с достаточно холодным уровнем сигнала, первый плагин, который я добавляю, это акустика аудио Diamond Lift. Давайте активируем его. Здесь сразу же включаю клипер, выбираю второй или третий режим. Это разные варианты Digital клипера. И выкручиваю регулятор на максимум. Давайте послушаем. Клипирование не происходит, но сигнал теперь более горячий. Можно попробовать включить сатуратор. И немного прогреть сигнал. Звучит приятно. Пока оставим. Следующий момент, который я бы сделал, это выбрал подходящую консольную краску для того, чтобы придать треку особенное дыхание и подчеркнуть его атмосферу. Для этого активируем Nebula 4. Изначально я загружаю консоль SSL 9000 серии, но мы попробуем разные варианты. До обработки более строгий звук. А теперь звучание более объемное. Попробуем консоль NIV 88RS. Совсем другой характер. Звучание кажется более склеенным, но теряется фокусировка. Попробуем консоль API. Сразу слышится драйв. Обратите внимание на барабаны. Они явно подчеркиваются. Но мне кажется, это не идет на пользу треку. Вернемся к консоли SSL. Еще раз звучание до обработки. И после. Намного приятнее. Давайте сверимся и послушаем, с чего мы начинали и к чему пришли на текущий момент. Трек потеплел, и на моей душе также.
стало теплее. Продолжим. Попробуем добавить компрессии. Это эмуляция компрессора NIV 33609 в исполнении акустика аудио. Когда бочка ударяет, компрессор начинает захлебываться. Мне это не нравится. Поэтому активируем фильтр. Теперь звучание кажется более аккуратным. И опять же, дополнительный преамп еще подогревает сигнал. Попробуем уменьшить время восстановления. Так грув кажется более активным. А теперь звучание более плавное. Очень приятно. Но сейчас мне начинает казаться, что сатуратор, который мы активировали ранее, работает слишком агрессивно. Вокал кажется слегка рисковатым. Да, так лучше. Дальше воспользуемся довольно неочевидным прибором. Это Gullfoss. Автоматический эквалайзер, который немного стабилизирует звучание после всех наших обработок. Почему прибор в данном контексте не очевидный? Потому что производитель рекомендует использовать его в начале цепи до динамических процессоров. Но поскольку сигнал был холодным изначально, я решил, что следует его подогреть, а только потом причесывать частотную характеристику. Попробуем поставить Gullfoss в начале цепи. Звучание приятное, но слегка резкое. А теперь присутствует приятная маслянистость. Еще раз сверимся, с чего мы начинали и к чему пришли на данный момент. Кардинальная разница. Конечно, после обработки звучание трека стало более громким, но я думаю, вы уже научились слушать обработки сквозь разницы в громкости, потому что разборчивость, читаемость, округлость звука могут быть услышаны вне зависимости от холодного или горячего уровня громкости. Последний, но не менее важный плагин в цепи — это комбайн от iZotope. iZotope Ozone 9. В нем работает сразу несколько модулей. И прежде чем мы начнем рассматривать их,
Я бы хотел вернуться к лифту и попробовать включить и выключить сатуратор. Как будет лучше, с ним или без? Без сатуратора звучание более мягкое, а с сатуратором чуть более напористое. Сейчас мне нравится напористый вариант больше. Заметьте, насколько трек потеплел. Давайте посмотрим на отдельные модули в Ozone 9. В эквалайзере легкое подчеркивание средних частот и легкое усиление воздуха. Динамический модуль работает довольно интенсивно, но при этом обрабатывает сигнал слегка. Причесывает низкие частоты и нижнюю середину, которые, очевидно, были слишком активными. Динамический эквалайзер помогает модулю Dynamics. Он подхватывает малый барабан, жесткость в звучании вокала, давайте послушаем вокал более внимательно, с включенным динамическим эквалайзером и без него. Чуть более аккуратное звучание. Магнитофон, куда же без него? Заметьте, насколько более округлым и полнотелым становится звучание с использованием модуля Vintage Tape. Прохладный сигнал. Теперь более горячий, более насыщенный. Максимайзер позволяет нам добраться до необходимого уровня громкости и слегка причесать пики сигнала. Послушаем, с чего мы начинали и к чему пришли. Обратите внимание на то, что после всех наших обработок песня не стала другой. Она не изменилась кардинально. Но что в ней изменилось кардинально, это атмосфера. Она стала более живой, более полнотелой, более теплой, более приятной на слух. Что ж, я думаю, мы успешно справились с проделками Морозника и не дали ему уничтожить звучание трека Iced Rocket Fuel. Большое спасибо за внимание. Не забудьте поддержать нас на Patreon или любым другим удобным для вас способом. Все ссылки в описании. Ставьте лайки, колокольчики, птичек, пчелок и другую живность. Подписывайтесь на обновления Ершов Mix в соцсетях и следите за выходом новых видео на нашем канале YouTube. Увидимся на следующей неделе в долине Ризон. Плывите к звуку.